Малыши многое чувствуют еще до рождения, что-то им нравится, а что-то нет. Многие эмоции крошечный человечек в животе у мамы делит вместе с ней, в зависимости от того, какой гормон сейчас отвечает за ее настроение. Счастье, гнев, стресс – со всеми этими чувствами наши дети знакомятся еще до рождения. Вот почему так важно, чтобы мамы были счастливы, ведь тогда ее малыши тоже будут счастливы. Но есть вещи, которые еще нерожденным младенцам не нравятся. Иногда они дают это понять, пинаясь и брыкаясь, а иногда их истинное отношение к происходящему можно увидеть только на УЗИ. Первое – мамин смех. Когда вам хорошо и весело, ребенку тоже хорошо, но когда вы хохочете, малыш может испытывать дискомфорт. Врачи это выяснили, попросив мам посмеяться во время УЗИ, ведь в это время живот женщины трясется, дергаясь вверх и вниз. Оказалось, что некоторые из маленьких были совсем не против, они улыбались и крутились в животе. Но многим малышам смех не понравился. Детские личики выглядели так, будто ребенок беззвучно плачет в мамином животе. Настолько им было неприятно, когда их дергали вверх и вниз. Второе – настойчивые прикосновения. Иногда можно даже общаться со своим ребенком. Вы гладите живот, а он отвечает вам прикосновением изнутри. Однако некоторые дети не любят вторжения в их личное пространство. Пусть оно даже и не их личное, это ваше собственное тело. Когда он не в настроении для игры, он будет увиливать от прикосновения, толкая вас где-то в стороне от вашей собственной ладошки. Это значит, что малышу нужно немного покоя. Третье – езда по бездорожью. Не нравится малышам примерно так же, как и смех. Есть мнение, что прокатиться по тряской дороге – это приблизить роды. Но врачи говорят, что это не работает. Малыш соберется наружу только когда будет готов, и никакие ухабы не заставят его сделать это раньше. А вот плохо себя почувствовать после такого аттракциона он может. Испытает примерно то же, что и перекатившись на американских горках. Четвертое – громкий шум. Малыш на самом деле постоянно находится в окружении шума. Он слышит то, что происходит вокруг, слышит и звуки в мамином организме, причем они вовсе не такие романтичные, как мы привыкли считать. Биение сердца и все такое. Громче всего для ребенка звучит наш кишечник, он ведь совсем рядом. Ученые говорят, что уровень шума, который окружает ребенка в животе у мамы, сравним по мощности с шумом строительного фена. И несмотря на это, слишком громкий шум из внешнего мира ему не нравится. Поэтому лучше не выбираться на рок-концерты на последних сроках. Пятое. Стресс. Мама и ребенок делят гормоны на двоих. Гормонов стресса малышу достается столько же, сколько и вам. Если уж нам, взрослым, не нравится переживать, можно только предположить, насколько не нравится это ребенку. Новорожденные и маленькие дети отчаянно нуждаются в чувстве безопасности. Стресс его лишает этого чувства. Кстати, ученые говорят, что дети, чьи мамы часто испытывали стресс во время беременности, тяжелее переносят колики и более беспокойные, чем младенцы спокойных мам. Шестое. Мигающий свет. Это еще один способ играть с малышом еще до рождения, наряду с постукиваниями по животу. Светить на живот фонариком, включая и выключая его. Ребенок видит его примерно так, как мы видим солнце закрытыми глазами. Мы солнце любим, но иногда устаем и хотим просто темноты и тишины. Так и у малыша. Он тоже иногда не в настроении. В таком случае ребенок просто не реагирует на свет. Седьмое. Когда мама вертится во сне.
Вы спите, и он тоже спит. Если вы начинаете вертеться, то и малыш вертится совершенно не по своему желанию. Для него ваше телодвижение все равно, что землетрясение, а ведь он даже съехать со своей беспокойной жилплощади не может раньше времени. Так что вам просто необходимы все эти чудо-подушки для сна. Вам обоим. 8. Специи. Дети действительно различают вкус еды, которую ест их мама, но не так, как мы языком, а благодаря амниотической жидкости, которая их окружает. И что детям точно не нравится, так это очень пряная и острая пища. Если у мамы горит рот, то велика вероятность, что и у ее крошки тоже. 9. Спорт в 3-м триместре. Дело не в том, что у мамы учащается сердцебиение, а в работе ее мышц. В 3-м триместре младенцу уже становится тесно в животе, а тут мышцы пресса мамы напрягаются, делая жилплощадь крошки еще меньше. Кому же такое понравится? Только представьте, малыш ощущает, будто стены его жилища сжимаются, а выбраться он не может. 10. Грусть. Ученые не могут до конца объяснить, почему малыши плачут в утробе матери. Известно лишь, что они умеют это делать. Без слез. Слезы появятся через несколько месяцев после рождения. На УЗИ не раз фиксировали, как малыш раскрывает рот, его челюсть дрожит, он делает несколько резких вдохов, а потом выдыхает. Добавить остается только звук. Младенчик плачет. Поэтому стоит пореже грустить, ведь крошка будет грустить и плакать вместе с вами.